Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать салфеточки. Салфеточки из джута и на них вывязывать красивые цветочки лаванды. Вот из таких вот остатков шнурочка. Вот у меня такие цвета. Зеленый мы будем вязать стебелек и листики. Размер салфеточки будет у нас 15 сантиметров, но, кстати, вы можете сами регулировать размер данной салфетки. Вы можете связать большие салфеточки и сделать по краешку такой же цветок лаванды. В работе буду использовать джут и шнур, остатки шнурочка Карамель Бэби 2 миллиметра. Вязать буду крючком номер 3,5. Также можно вязать крючком и номер 3. Это по желанию, как кому нравится. Итак, приступаем к работе. Смотрите, основа у меня уже связана. Вязать не буду, так как у меня на канале есть подробный видеоурок, как вязать идеальный круг столбиками с накидом и 3 варианта закрытия ряда. Поэтому я оставлю ссылку в описании на данный видеоурок, где подробно вы сможете посмотреть и использовать любой из 3 вариантов. Либо, если вы умеете вязать сами, пожалуйста, вяжите сами. Здесь у меня связано 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов. Начинала из 12 столбиков с накидом. Итак, вяжем сначала сам цветочек. Делаем петельку. Так, и начинаем вязать, смотрите, 1, 2, 3, 4 над 4-м рядом, да? Вот так вот вытянули петельку, хвостик наш мы прячем на изнанку. Так, смотрите, что мы делаем. И набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. В 5-ю делаем соединительную петельку. И в 6-ю снова соединительную петельку. Отсюда мы делаем 2-й лепесточек, провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли и идем туда же, в эту же петлю, откуда мы начинали вязать 4 воздушные петельки. Делаем соединительную петлю. Далее проходим следующую петельку соединительной петлей. 1, 2, 3, 4. Сюда же, откуда начинали эти 4 воздушные петли. Идем в последнюю, то есть формируем наш 4-й такой лепесточек. И тоже отсюда 1, 2, 3, 4. И сюда же, смотрите, у нас получается 4 вот таких лепестка. И мы их сейчас соединим в одно целое. То есть, видите, вот в эту петельку соединительной петлей. Вот у нас такой вот 4-листник появился, да? Далее, смотрите, прокладываем, движемся вперед и вот так вот прокладываем новую строчку. Так, соединили и снова набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. В 5-ю делаем соединительную петельку, двигаемся в следующую петлю и из нее провязываем 1, 2, 3, 4. И в ту же петлю мы замыкаем эти 4, двигаемся дальше соединительной петелькой. Снова 1, 2, 3, 4. В эту же, откуда начинали, и соединительной петелькой в последнюю. И снова 1, 2, 3, 4. Все, провязали 4 лепесточка. Мы их снова соединяем в один, вот там, где
у нас начинался первый наш этот лепесточек, соединительной петелькой. Вот так как бы закрыли. И снова двигаемся далее. Вот видите, где у нас ниточки. То есть делаем вот такую соединительную петельку. И отсюда мы снова вяжем третий лепесточек. Смотрите, таких должно быть, вот у нас 2 есть, таких всего 6. 6 именно таких одинаковых. И еще в конце мы будем закрывать наш цветочек лаванды, будет 2 других. То есть провязываем пока 6 таких. 2 есть, еще 4 провяжем. Итак, смотрите, мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких цветочков, которые с 4 лепесточками. Далее еще раз покажу, как мы переходим на новый цветочек для вязания, да. Вот этот мы связали. Смотрите, ныряем, закрепляем. И для 7-го цветочка мы набираем 7 воздушных петель, потому что он у нас будет с 3 лепесточками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Снова ныряем в 5-ю. Переходим в следующую и формируем новый лепесточек. 1, 2, 3, 4. И сюда же. Так, переходим в последнюю петельку и третий лепесточек формируем. 1, 2, 3, 4. В эту же последнюю петельку. Так, теперь вот эти 3 петли мы закрепляем в первую соединительной петелькой и двигаемся к последнему лепесточку вот таким вот образом. Так, и последний лепесточек, он у нас будет одиночный, поэтому мы провязываем просто 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Вот мы в 5-ю делаем соединительную петельку, ниточку обрезаем. Так, смотрите, ниточку вытягиваем и тянем на изнаночную сторону. И теперь просто расправляем наши вот эти лепесточки. Так, смотрите, какая у нас получилась красивая веточка лаванды. Вот это верхушка, а сюда мы будем еще вязать зеленый такой стебелечек с листиками. Так, сам цветочек уже готов. Итак, когда цветочек мы связали, так, находим, где у нас, вот здесь вершина, там, где мы вязали, да, уменьшали количество лепесточков 4, 3 и 1. Вот это вершина у нас. Мы берем 220 сантиметров вот такого зеленого шнурочка. Цвет смотрите сами, какой у вас есть. У меня в остатках вот такой зеленый. Делаем петельку. И отсчитываем. Вот верхушка, а вот это вот как бы начало нашего цветочка. Смотрите, мы отсчитываем, вот эту петельку не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот наша петелька. Вот это наше 17-е наше отверстие. Да, заводим эту петельку с изнанки и прокладываем косичку. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 1, 2, так, 1, 2, 3, 4, 5. Когда 5 косичек проложили, сейчас будем делать лепесточек. Мы наш весь шнур протягиваем на лицевую сторону. Эту петельку не теряем.
Так, набираем 1, 2, 3 воздушные петельки, делаем накид и 1, 2, 3 в четвертую. Провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, вот так вот их закрепляем и 1, 2, 3 воздушные петли снова в эту четвертую и соединительная петелька. Петельку вытянули, чтобы она не распустилась, а весь остальной шнур снова мы перетягиваем на изнанку. Так, вот наша петелька. Далее снова мы провязываем 5 косичек. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем то же самое, только листик мы повернем в другую сторону. Так, мы вытягиваем весь шнур на лицевую сторону. Так, делаем 1, 2, 3 воздушные петельки, накид, 1, 2, 3, четвертую мы протягиваем. 2 воздушные петли, закрепили их сверху. И 1, 2, 3 воздушные петельки снова в эту четвертую. И чтобы листик повернуть в другую сторону, мы вот эту воздушную петельку протягиваем ее вот сюда. Таким образом, поворачивая листик. Да, вытянули ее немножко больше. И снова наш весь основной шнур перетягиваем на изнанку. Далее ведем оставшуюся косичку. Так, это ведем прям к цветочку. Два, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот прям в эту петельку к цветочку. Итак, довязали вот прям до нашего цветочка, да, и вытягиваем опять же шнур на лицевую сторону. И вяжем такой же цветочек, вот как наши эти вот 6 первых цветочков. То есть, чтобы было 4 лепесточка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. В пятую петельку мы делаем соединительную петлю. Идем в следующую снова. 1, 2, 3, 4. Идем в следующую. 1, 2, 3, 4. Следующую. И снова 1, 2, 3, 4. Вот наш четвертый лепесточек. Закрепляем. Все, и ниточку можно теперь вытянуть. Вот у меня какой хвостик остался. В принципе, потому что я туговато так вяжу. Ну, можете не 220-230 сантиметров взять. Вам тогда точно будет достаточно. И потом вот этот хвостик мы вытягиваем на изнаночную сторону. Так, все лепесточки расправляем. Сейчас я хвостики спрячу и покажу. Вот такая получилась салфеточка. Смотрите, какой красивый цветок, да. Так, смотрите, еще две какие у меня есть. Ну, вот это вот как настоящая лаванда по цвету. Белая лаванда тоже бывает. Смотрите, какая красота.
Не знаю, если честно, бывает ли розовая лаванда, но розовый получился цветочек очень даже красивый. Так, в диаметре салфеточка получилась 15 сантиметров. Понятно, размер вы можете сами регулировать, то есть вы можете просто связать не 5 рядов, более это будет тогда большая салфетка. Цвета делать тоже те, которые нравятся вам. Вот какие 3 салфеточки у меня получились. Так что, если вам понравился мой видеоурок по вязанию вот таких вот оригинальных салфеток, где мы использовали и джут, и остатки шнура, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!